Ночь накрыла Гизу тяжелым облаком, когда в самом сердце древнего плато между массивных лап Великого Сфинкса началось нечто, что не было предусмотрено ни одним официальным планом реставрации. Уже к полуночи к монументу подогнали грузовик, тщательно замаскированный под обычный транспорт охраны. Из кузова под покровом полной луны выгрузили длинные ящики, плотно закрытые и без каких-либо маркировок. Дальше, словно по военному расписанию, на позиции встали несколько человек в одинаковых темных костюмах без знаков различия. Ни один охранник, постоянно дежуривший на территории, не был допущен к наблюдению за происходящим. Их сменили люди с другими лицами, которые не задавали вопросов. Первыми в действие вступили инженеры с новейшим оборудованием. Сканеры, похожие на приборы из фильмов о будущем, заняли позиции у самой поверхности песка рядом с левой лапой сфинкса. Быстро развернув сложные треноги, они начали широкий круговой анализ плотности. Каждый их шаг был выверен до дюйма, все измерения шли напрямую к компьютеру, стоявшему поблизости на временном столе. Никто не говорил ни слова лишнего, только резкие команды и напряженное ожидание первых результатов. В лагере неподалеку от раскопок появился человек явно не египетской национальности, но владеющий арабским так, что с ним разговаривали местные рабочие без малейшего напряжения. Его звали доктор Томас Шоу. В археологическом мире он известен как эксперт по древним сканирующим технологиям, но о его визите в Египет не было ни одной официальной записи. Его появление тут объяснялось только одним: предстояло что-то особенное, не вписывающееся в привычные научные протоколы. Пока вся операция разворачивалась под шум вентиляционных генераторов, сам сфинкс молчаливо взирал на ночной город. Только с восточной стороны, где открывалась часть песчаной насыпи, группа специалистов вдруг остановилась. Зеленый индикатор на сканере мигнул тревожно. В течение нескольких минут все компьютерные графики показали аномалию. Область под самой лапой отличалась по плотности и структуре от остальной породы. В этот момент доктор Шоу, не отрывая взгляда от экрана, приказал сразу же перевести туда все оборудование. Один из инженеров начал медленно скользить по песку, погружая в грунт тончайший металлический стержень. Стержень неожиданно провалился глубже, чем ожидали, как будто под ним не было скальной породы, а только пустота. Сразу же по команде к месту подозрительной полости двинулись рабочие с инструментами для бесшумного вскрытия небольших отверстий. Они стали аккуратно снимать верхний слой песка на площади не больше пары квадратных футов. Работа шла быстрее, чем обычно позволяют чиновники Министерства по делам древностей. Здесь никого не интересовали стандартные протоколы и долгие согласования. Несколько человек в черных перчатках вскоре подняли на поверхность крышку, похожую на фрагмент древнего известняка, идеально вписанную в общую структуру сфинкса. Под ней открылась темнота, уходящая вглубь под массивную левую лапу. Освещение включили только на секунду. Тусклый желтый луч прожектора выхватил внизу гладкие стены, выложенные из камня, который не соответствовал текстуре окружающей пирамиды. Вся операция заняла меньше часа. Специалисты по безопасности тут же перегородили подходы к левой лапе. За пределами сфинкса, в тени дальних колонн, дежурили люди, явно вооруженные, но старающиеся оставаться незаметными даже для случайных туристов, затесавшихся на плато ночной экскурсией. Некоторые из них переговаривались на смеси английского и французского, явно следя за тем, чтобы никто не подходил к зоне слишком близко. Никто из работников обычной смены уже не возвращался к месту событий. Их удалили под предлогом технической неисправности, оставив подлинную причину операции за непроницаемой стеной молчания. В это время внутри секретного лагеря суетились археологи, инженеры и эксперты по древним структурам. Уже было понятно, что вскоре им предстоит сделать нечто, о чем они, возможно, пожалеют. Скрывшийся под лапой проход только начинал открывать свои тайны, а впереди уже возникал вопрос, что же именно они смогут найти на глубине древнего каменного храмового комплекса. Под обнаженной от песка плитой открывалась узкая шахта, глубиной примерно в 6 футов, ведущая почти вертикально вниз, но с легким наклоном в сторону основания сфинкса. Пахло не так, как обычно пахнет в старых усыпальницах. Без гнили, без влажности, лишь сухой камень, напоенный прохладой вечера. Археологи без лишних слов закрепили страховочные тросы на массивной лапе и установили сверхлегкий алюминиевый штатив прямо у края люка. Несколько коротких команд, и уже первый инженер в черном комбинезоне осторожно спускался по лестнице, шаг за шагом, пристально освещая стены узким лучом налобного фонаря.
Остальные стояли наверху, держа страховку, и ждали отчета. Освещая пространство под поверхностью, инженер заметил тонкий слой странного пыли, почти полностью закрывающий ступени, будто этим проходом не пользовались столетиями, а может даже тысячелетиями. Однако стены камеры были идеально ровными, отполированными, ни одной трещины, это явно не естественная пещера и не подкоп. Виднелся четкий шов между блоками, но камень был другого оттенка, чем известняк сфинкса, насыщенный глубокий серовато-синий, отливающий металлическим блеском, когда на него падал свет. Доктор Шоу сдал сжатый рапорт охране, и тут же еще 3 специалистов быстро спустились в шахту. На самом дне они обнаружили квадратную площадку, выложенную плитами, идеально подогнанными друг к другу, ни единого зазора. Специалист по археологии Антуан Лоран, склонившись, коснулся одной из плит и тихо выдохнул. Блок был едва ощутимо теплым на ощупь, хотя вокруг стояла прохлада. В уголках шахты у самой земли заметили крошечные вентиляционные каналы, вырезанные с абсолютной точностью, диаметр каждого едва превышал ширину карандаша. В центре площадки, на удивление всем, находился круглый люк, покрытый сетью едва заметных символов. Они не походили ни на классические египетские иероглифы, ни на греческие буквы, ни даже на коптскую вязь. Эксперты с фотоаппаратами тут же начали фиксировать детали, однако доктор Шоу мгновенно запретил использование вспышек и даже экстренно изъял часть фотографического оборудования. Любые данные должны были остаться строго в пределах команды. Вдруг один из инженеров заметил, что часть символов на люке светится приглушенным голубым светом, если близко поднести источник ультрафиолета. Попробовали осветить всю поверхность, и контуры незнакомых знаков стали проступать еще четче. Инженер по имени Оуэн, осторожно вставив миниатюрный зонд в стык между люком и окружающими его плитами, сразу же услышал глухой металлический отклик. Не пустота, но нечто, что звучало совершенно не так, как просто воздух за камнем. Эхо было приглушенным, нереальным, как если бы за люком пряталась еще одна более крупная полость. Моментально по команде доктора Шоу к шахте спустили специальный зонд с камерой высокого разрешения, оснащенной 6 светодиодами и температурными датчиками. Плавно опуская камеру, Лоран заметил, что под площадкой, буквально в 20 дюймах ниже, существует целая полость, округлая, не похожая ни на одну из известных карт древних раскопок. На экране появилось мутное изображение. Своды камеры уходили в темноту, а на полу среди пыли и песчинок отражались странные, неестественно правильные линии, словно резные дорожки или направляющие. Археологи обменялись взглядами, но никто не проронил ни слова. В этот момент 2 вооруженных охранников явно нервничали, вслушиваясь в каждое шуршание снизу. Инженер тем временем аккуратно зафиксировал все параметры температуры и влажности. Внутри полости температура была чуть выше, чем в наружном воздухе, и не отмечалось ни малейшей застоявшейся влаги, как будто внутри поддерживался какой-то микроклимат. В это же время эксперт по строительным материалам профессор Лоуренс Гудман выделил небольшой фрагмент пыли и отправил его на экспресс-анализ. Уже спустя 15 минут по спутниковому каналу пришел ошеломляющий результат. Состав пыли не совпадал ни с одним известным образцом из египетских памятников. В ней обнаружились микроскопические кристаллы редких минералов, часто встречающихся только в местах падения метеоритов. Когда команда готовилась открыть люк, в лагерь ворвался один из связистов. Кто-то из городской администрации срочно требовал прекратить любые работы, но приказ проигнорировали. Инженеры уже подготавливали систему подачи свежего воздуха, а археологи в нетерпении собирали портативные лампы. Лоран, шепотом координируя коллег, указал на крошечный выступ у края люка. Сквозь него слышался слабый, едва различимый металлический звук, словно нечто внутри камеры реагировало на их присутствие. Прежде чем приступить к вскрытию прохода, охранники начали проверку всех внешних периметров. Кто-то заметил движение за крайним барханом, но оказалось, что это всего лишь бродячий верблюд, привлеченный светом прожектора. Тем временем под землей археологи напряженно ждали сигнала к дальнейшим действиям, и никто не мог предсказать, какие открытия ждут их в глубине, ведь если необычный люк действительно был создан не древними египтянами, впереди их мог ждать совершенно иной, инопланетный или неизвестный до сих пор технологический артефакт. Пока наверху оставшиеся члены группы следили за периметром через приборы ночного видения, под поверхностью археологи приступили к самым деликатным действиям. Лоран достал набор микрогидравлических инструментов, совсем не похожий на то, чем пользуются обычно в музейных экспедициях.
Их задача была не просто открыть люк, но сделать все так, чтобы не повредить ни одной детали вокруг. Доктор Шоу коротко предупредил: любая ошибка, и история операции будет немедленно уничтожена вместе со всеми, кто остался внизу. Команда работала молча под металлическим звоном и скрежетом инструментов. Крышка люка оказалась не просто тяжелой, а неподъемной для одного человека. Пришлось задействовать сразу 3 человек и домкрат-краб, чтобы она даже сдвинулась с места. Поначалу ничего не менялось, но когда сдвинули люк хотя бы на дюйм вбок, изнутри ударил поток чуть более теплого воздуха, пахнувшего озоном и пылью. Прожектор Лорана тут же высветил внизу ступени. Не примитивные каменные, а гладкие, будто выточенные из цельного куска полированного базальта. Края каждой ступени отливали серебристо-синеватым блеском, а на поверхности виднелись микрорельефы, похожие на схемы плат или дорожки микросхем. Археологи переглянулись, но не обсуждали ничего, просто зафиксировали детали на портативную видеокамеру, встроенную в налобный фонарь. По команде первый инженер начал спуск по ступеням, удерживая страховку на себе. Пространство оказалось гораздо шире, чем ожидали. Всего через 10 футов вниз стены переходили в арочный свод, выложенный из неизвестного материала. Свет налобных фонарей отражался от него так, как не отражается от обычного камня. Казалось, внутри что-то тонко мерцает, а поверхность будто подстраивается под цвет источника света. На стенах начинали проявляться рельефные знаки, но все они были абсолютно не похожи на привычные письменности древности Египта. Археологи с осторожностью продвигались вперед, шагая по узкому выступу вдоль стены. Под ногами уже не было твердого пола, а только слой мелкой пыли и каменной крошки. С левой стороны открывалась полость, напоминавшая капсулу, полукруглое помещение около 15 футов в длину. В центре помещения возвышался круглый постамент, на котором стояли 3 объекта. 2 были вытянутыми, напоминавшими темный полированный металл, третий — сферической формы, с несколькими концентрическими бороздами, как на гигантской бусине. Лоран осторожно поднял ультрафиолетовый фонарь и направил свет на сферу. То, что произошло дальше, никто не ожидал. На поверхности сферы проявилась сетка светящихся линий. Вся ее поверхность была покрыта узором из микроскопических каналов, а внутри, как потом покажет камера, что-то двигалось или мерцало слабым синим светом. Температура в помещении повысилась почти на 6 градусов за пару минут, хотя вентиляция работала исправно. 2 инженеров начали обследовать вытянутые объекты. Первый оказался полым, внутри лежал сверток, похожий на кусок ткани, но гораздо более плотный и не поддающийся растяжению. Второй предмет был тяжелым, как свинец, и совершенно не магнитился. Поверхность обнаружилась абсолютно идеальной, ни царапины, ни изъяна, даже под мощной лупой. Лоран попытался считать параметры с помощью портативного анализатора, но прибор выдал ошибку, ни одного совпадения с известными металлами. Тем временем доктор Шоу осмотрел стены. В одном из ниш оказался барельеф, изображающий сложную сцену. Фигуры, вытянутые и непропорциональные, окруженные множеством кривых и линий, тот самый узор, который только что проявился на сфере. Ни одна из фигур не походила на человека или животное из египетской мифологии. Казалось, барельеф иллюстрирует ритуал или научную операцию, но детали были слишком абстрактны для мгновенного понимания. Связист начал срочно обмениваться сообщениями с поверхностью, несколько сигналов тут же были прерваны, а помехи на частоте усилились, будто кто-то пытался глушить передачу. Тогда охрана дала команду готовиться к экстренному выходу. Стало ясно, что спуск в зал был замечен не только городской администрацией. Из внешнего периметра доносился шум моторов и голосов, приближающихся к точке входа. Команда археологов в спешке еще раз зафиксировала всю обстановку. За постаментом, в тени, обнаружился еще один проход. На этот раз вход был закрыт спиральной дверцей, вырезанной из того же странного материала. На поверхности дверцы все те же светящиеся символы, но теперь они реагировали на движение рядом. Как только Лоран приблизился на пару дюймов, часть символов вспыхнула белым и мгновенно погасла, а изнутри просочилось легкое вибрационное гудение. В этот момент из радиостанции донесся неразборчивый голос на арабском и английском, приказ прекратить работы и немедленно подняться наверх. Археологи запечатали найденные объекты в герметичные контейнеры, зафиксировали координаты второго прохода и с трудом поднялись по все еще влажной лестнице наружу. Никто из них не проронил ни слова, но каждый понял. Впереди их ждет не просто отчет, а допрос на самом высоком уровне, ведь найденная комната не существовала ни на одной схеме или карте, а ее содержимое просто не могло быть создано руками человека.
Пока наверху уже слышался топот новых людей и лязг оружия, внизу, на дне скрытой камеры, еще светились следы их пребывания, тонкие полевые дорожки, мерцающая сфера и неугомонный постамент. Никто не знал, что увидит следующее, кто решится войти сюда, ведь обнаруженное оставило вопросы, на которые у официальной археологии пока нет ни одного ответа. И только один факт был несомненным. Операция срочно переходила из археологической в режим строгой секретности, а любые данные об этой ночи исчезнут быстрее, чем рассвет на плато Гизы. Никто из спустившихся не мог точно описать, что именно они ощутили в первый момент подарочным сводом. Каждое движение словно сопровождалось неуловимым, едва заметным гудением, будто воздух внутри этой камеры буквально вибрировал от присутствия чего-то чужого. Лоран едва не выронил прибор, когда шагнул по направлению к постаменту. Подошва ботинка соприкоснулась с двумя тонкими параллельными линиями, прорезанными по полу, и в тот же миг налобный фонарь мигнул разом с двумя другими. Внезапно все приборы на мгновение погасли, затем загорелись вновь, но теперь свет отражался не только от стен, но и от множества невидимых доселе нитей, пересекающих помещение на разной высоте. Казалось, невидимая паутина окутала весь зал, но на ощупь тонкие лучи были совсем холодными и не ощущались кожей. Инженер Оуэн осторожно обошел главное помещение по периметру, стараясь не касаться настенных символов. Свет его фонаря скользил по рельефам, образующим замысловатый лабиринт, изогнутые формы, спирали, концентрические круги, разбегающиеся от центра к краям. Никто не обнаружил ни одной надписи или изображения животных, только абстрактные конструкции, будто бы собранные откуда-то совсем не отсюда. Его внимание привлекла поверхность постамента. Под определенным углом она начинала слегка светиться, как будто внутри прогревалась слабо-синяя подсветка, но ни источника, ни жгучего тепла не ощущалось. Пока остальные обследовали находку, Лоран вместе с доктором Шоу решили извлечь один из вытянутых артефактов с постамента. При попытке сдвинуть его, тот издал низкий, едва слышимый стонущий звук, от которого, казалось, вибрировал не только воздух, но и кости самих исследователей. Приборы снова зашипели, подключенная аппаратура дала сбой. Анализатор мгновенно перегорел, и его экран стал черным. Лоран срочно попытался зафиксировать параметры на запасное устройство, но на экране высветилась череда знаков, совершенно не напоминавших привычные алфавиты, неизвестная последовательность иконок, похожих то ли на электрические схемы, то ли на сложные математические формулы. В этот момент связь с поверхностью прервалась окончательно. Каждый из участников операции оказался в полной информационной изоляции. Оставленный наверху наблюдатель только и мог что передавать тревожные сигналы морзянкой, не получая ответа. Внизу в этот момент сфера в центре постамента стала медленно вращаться вокруг своей оси, хотя никто к ней не прикасался. Внутри словно что-то зашевелилось. Темный плавающий фрагмент, похожий на свернувшийся клубок, начал медленно разъезжаться вдоль внутренних борозд. Синий свет внутри усилился, а температура воздуха в зале снова поднялась. Оуэн заметил, что поверхность стен около пола начала покрываться едва различимым конденсатом, хотя система подачи свежего воздуха продолжала работать исправно. Профессор Гудман попробовал зафиксировать химический состав воздуха на детекторе. Прибор засек резкое повышение концентрации озона и следы газа, идентифицировать которые экспресс-методы не позволяли. В этот момент артефакт, похожий на металлический цилиндр, внезапно издал короткий щелчок. Верхняя часть его плавно сдвинулась, открывая внутрь отсек с тремя небольшими предметами. Каждый из них был идеально геометрической формы, с крошечными шестигранными отверстиями по периметру. Пока археологи пытались зафиксировать новую находку на видеокамеру, сфера вдруг остановилась, и на ее поверхности проступил светящийся символ, похожий на пересечение двух расходящихся волн с точкой в центре. Неожиданно по стенам капсулы прокатился слабый разряд. Раздался треск, напоминающий электрическую искру, и один из портативных фонарей перегорел. Прожектор на каске инженера мигнул и снова загорелся, но теперь его луч отражался в десятках точек по потолку, будто капли росы, но при ближайшем рассмотрении каждая из них была точнейшей полусферой, вмонтированной в полировку свода. В этот момент один из охранников, спустившийся проверить ситуацию, едва вступив в зал, тут же бросился назад. Он крикнул, что увидел что-то движущееся прямо в глубине капсулы, вдоль стены. Лоран и Шоу бросились в ту сторону. Фонари выхватили только тени, колыхающиеся на фоне светящегося барельефа.
Никто не обнаружил ни одного отверстия или прохода, однако из сектора стены доносился легкий скрежет, будто кто-то или что-то царапало внутреннюю поверхность изнутри. Археологи приняли решение временно прервать действия с постаментом и сконцентрировать внимание на закрытой спиральной дверце в дальнем углу. Компактная камера с гибким объективом, введенная в небольшой зазор между створкой и рамой, показала лишь темноту и едва уловимый серебристый отблеск на противоположной стене, но никаких признаков движения внутри. Тем не менее, когда один из инженеров попытался осторожно постучать по поверхности, вся камера едва ощутимо вздрогнула, как будто под ногами шел мощный, но короткий сейсмический толчок. В этот момент из радиоприемника донесся сигнал тревоги. Кто-то наверху устроил срочное перекрытие входа. Охрана быстро сообщила команде о приближении нескольких транспортных средств к периметру, а из городского центра шли команды немедленно свернуть любые действия. На поверхности камеры сферы тем временем вспыхнул последний свет. Символ в центре сменился 3 кругами, расположенными друг над другом, и все предметы на постаменте в одно мгновение потускнели. Участники экспедиции в спешке начали извлекать артефакты в контейнеры и поднимать их наверх. Инженеры фиксировали параметры микроклимата и остаточные электромагнитные колебания, но приборы отказывались работать полноценно. Лоран, последний обернувшись на стены капсулы, заметил, что все светящиеся узоры на барельефах каким-то образом исчезли, оставив только тусклое старое каменное основание. В этот момент каждый почувствовал легкую вибрацию под ногами, будто колоссальная древняя машина вновь погрузилась в спячку, оставив археологов в полном недоумении. Поток свежего воздуха начал наполнять капсулу с еще большей силой. Команда поспешно покидала зал, утаскивая контейнеры с нечеловеческими артефактами вверх по лестнице. Секунды, пока они поднимались, сопровождались странными звуками снизу. Тихое гудение сменялось металлическим царапанием и едва различимым эхом неразборчивых голосов, словно кто-то безмолвно повторял их шаги в глубине подземного лабиринта. И едва последний участник вышел из шахты на ночной воздух, крышка люка за ними захлопнулась словно сама по себе, окончательно скрыв под лапой сфинкса то, с чем столкнулись археологи той ночью, не поддающееся объяснению и не вписывающееся ни в одну известную человеческую схему древности. На поверхности все происходило так быстро, что никто не успел осознать масштаб происходящего. С момента появления первых автомобилей у ограждения до командной цепочки экстренное прекращение работ прошло не больше 5 минут. 3 автомобиля остановились в десятках ярдов от сфинкса, из них выскочили люди в одинаковых синих куртках без опознавательных знаков. Несколько вооруженных охранников тут же создали плотное оцепление вплотную к входному колодцу, не подпуская даже своих же коллег из соседней смены. Один из кураторов проекта, высокий мужчина с коротко остриженными седыми висками, не проронил ни слова. Он просто молча вытащил из внутреннего кармана лист бумаги, быстро передал его доктору Шоу и кивнул в сторону шахты. Все, что только что происходило внутри, должно было прекратиться немедленно. Команда, едва поднявшись на поверхность, так и не успела отдышаться. Их тут же окружила новая группа, вооруженная и в перчатках, пересчитала по головам и приказала выйти за периметр. 2 инженера так и остались стоять с контейнером в руках, не зная, куда его девать. Их тут же выдернули в сторону, а контейнер забрали неизвестные из другой команды. Все разговоры велись вполголоса на смеси английского и французского, отчетливо звучали короткие команды: «Зачистить», «Контроль доступа», «Без следов». Пока одни убирали рабочую технику и сворачивали кабели, другие тщательно проверяли зону раскопок. Любые улики старались убрать так быстро, как будто всю операцию хотели стереть с лица земли. Доктору Шоу велели немедленно сдать все цифровые устройства, а его блокнот с заметками отобрали и тут же положили в непрозрачный пластиковый пакет. На экранах планшетов в тот же миг появились тревожные окна. Доступ заблокирован, пароль недействителен. Несколько архивов мгновенно были удалены через защищенный канал удаленного управления. Каждый файл, сделанный за ночь, исчезал с носителей прямо на глазах. Под входной шахтой тотчас забетонировали свежие края выкопанного лоза, маскируя все так, чтобы через пару часов даже при детальном осмотре невозможно было понять, здесь что-то происходило. Песок насыпали заново, тщательно раскидывали его ковшами и обычными лопатами, несколько камер наблюдения, установленных для фиксации событий, быстро демонтировали и унесли в непрозрачных кейсах в машины.
В это же время в лагерь подогнали грузовик с генераторами и аппаратурой для подавления сигналов. Радиопомехи усилились, исчез даже слабый фон мобильной связи. Все электронные устройства, включая личные телефоны археологов, сдали на месте, у каждого сняли отпечатки пальцев и пригрозили административной ответственностью за разглашение. Доктор Шоу попытался протестовать, но его тут же оттеснили в сторону, приказав хранить молчание под угрозой запрета на въезд в страну. Артефакты, поднятые из подземной камеры, упаковали в специальные кейсы с цифровыми замками. Ни один археолог так и не узнал, куда их увезли. Весь лагерь в течение 15 минут исчез, палатки свернули, следы костров и мусор убрали, а на месте входа появился свежий слой известняка. Специалисты по скрытию следов работали так четко, что когда на рассвете сюда пришли первые туристы и местные полицейские, территория выглядела абсолютно нетронутой. Параллельно в городском центре поступило сообщение. Ничего необычного не обнаружено, место раскопок закрыто для посещения из-за аварии с электроснабжением. Документы о ночных работах аннулировали, все подписи и печати изъяли из архива. Даже спутниковые снимки участка оказались затертыми. Кусок земли с плато на фотографиях за ночь оказался перекрашен в мутный песочный оттенок, без малейшей выемки или признака вмешательства. Каждого из членов основной группы отдельно допросили уже через пару часов после инцидента. Вопросы касались только формальных аспектов экспедиции, ни одному не позволили упомянуть о деталях находки. Стену молчания поддерживали не только угрозы, но и подписанные на месте обязательства о неразглашении. Уже утром коллеги по другим научным проектам звонили Лорану и Оуэну, но оба не отвечали, а их электронные адреса были удалены из большинства поисковых баз. Нескольких из специалистов тут же вылетели за пределы страны, причем билеты им выдали на ближайшие рейсы без права вернуться. В тот же день исчезла вся публичная информация о ночном сканировании. Даже журналисты, случайно сидевшие в кофейне рядом с музеем, узнали только об очередной рутинной проверке охранной системы. Ни одного фото или видео в сети не появилось, а аккаунты, с которых велась работа в экспедиционном лагере, в течение суток были полностью заблокированы, как если бы их владельцы никогда не существовали. На следующий вечер вокруг левой лапы сфинкса вновь установили забор, а все разговоры среди охраны свелись к банальным пересудам о песчаных бурях и туристических экскурсиях. Никто из случайных очевидцев не смог бы вспомнить деталей той ночи, только один рабочий тихо прошептал на следующий день, что тени у лапы были длиннее, чем обычно, и будто бы шевелились сами по себе. С этого момента место находки стало не только закрытым, но и официально засекреченным. Не существовало ни одной записи о ночных работах, ни одного проектного документа, ни одного отчета о составе рабочей группы. Все, что осталось, это едва заметная линия на песке, быстро стертая первыми же порывами ветра, и несколько обрывистых разговоров среди работников о странном металлическом блеске, о холодных синих лучах и о нечеловеческих предметах, которые исчезли бесследно, словно их никогда не существовало. Так великое открытие превратилось в одну из самых тщательно скрытых тайн под лапой сфинкса, а шепоты об этом до сих пор бродят между экскурсоводами, случайными рабочими и теми, кто был достаточно близко, чтобы ощущать вибрацию древней камеры под ночными звездами Гизы. На рассвете город уже жил обычной жизнью, и лишь несколько сотрудников службы охраны, сменивших ночную смену, получили короткое распоряжение не подходить к сфинксу ближе, чем на 30 ярдов, и никому не рассказывать о ночной активности. В первые сутки после операции «Основной» лагерь археологов был официально расформирован, а палатки и оборудование вывезены еще до утреннего кофе. Члены экспедиции были заняты не только подписанием новых документов, но и прохождением медицинских осмотров, каждому взяли анализ крови и тайно сделали фотографии лица с разных ракурсов. Одну из машин остановили на выезде из охраняемой зоны. 3 сотрудников, включая инженера Оуэна, буквально вытащили наружу и пересадили в другой закрытый джип, увезя в неизвестном направлении. В этот же день по всему Каиру поползли слухи о том, что на плато Гизы что-то нашли. Сначала говорили про необычные приборы и странных иностранцев в темных куртках. В местном баре 2 водителей экскурсионных автобусов обсуждали, что ночью видели на шоссе колонну автомобилей с затемненными стеклами и отряды людей, которые даже не пытались скрыться, но и не объясняли, что происходит на территории памятника. На следующее утро появился первый анонимный пост в соцсетях.
Кто-то под ником Sphinx Shadow описал яркий голубой свет в небе над Гизой, необычные шумы у южного фасада и странные колебания Земли, будто кто-то под поверхностью активировал огромный генератор. Комментарии к посту были быстро удалены, а аккаунт исчез из поиска ровно через 30 минут после публикации. Тем временем в Музей египетских древностей поступил запрос из Центрального архива. Требовали вернуть на хранение все отчеты о работах у сфинкса за последние 3 месяца. Все копии, даже черновые, изъяли и увезли в специальный архивный отсек, куда проход был закрыт даже для самих сотрудников музея. Археологов, работавших под началом доктора Шоу, распределили по разным городам. Одного срочно вызвали в Луксор для участия в инвентаризации, другого отправили в Александрию на пожарную проверку. Контакты между ними строго контролировали, за каждым закрепили по наблюдателю, а доступ к электронной почте заблокировали. В то же время крупные международные научные фонды внезапно отменили гранты на исследования в окрестностях Сфинкса. Буквально за 2 суток ни один из сотен проектов не получил ответ на заявки, а все попытки получить разрешение на новые раскопки блокировались ссылками на аварийную ситуацию с электрооборудованием. Несколько частных коллекционеров, услышав о находке, пытались выйти на специалистов из экспедиции, но автоответчики сообщали о командировке, и никто не встречал источников слухов лично. Внутри сферы профессионального общения экспертов по Древнему Египту сразу после инцидента начали ходить загадочные письма. Древний барельеф, запечатленный на рукописных схемах Лорана, почему-то оказался в распоряжении коллекционера из Женевы. Уже через 3 недели в закрытой группе появилось размытое фото странной сцены, вытянутые фигуры и свечение от предметов, похожие на рисунок с найденного артефакта. Неизвестно, как именно копия рисунка ушла за пределы Египта, но несколько специалистов тут же опознали почерк Лорана, а сам археолог больше не отвечал на письма и телефонные звонки. Со временем начали появляться и другие странности. Французский журналист, случайно обедавший возле музея в полночь после закрытия, рассказал о пыльных мужчинах, вышедших из черных машин с багажниками, полными контейнеров, которые отряхивали от песка с видимой осторожностью. Один из местных гидов утверждал, что ночью видел, как по направлению к Сфинксу проезжал грузовик с аппаратом, похожим на мобильный генератор и несколькими ящиками странной формы. Параллельно среди работников плато пошел слух, будто у левой лапы иногда слышен тихий металлический звон глубоко под землей, словно там что-то пытается выбраться наружу. Некоторые туристы, приезжающие к Сфинксу на ночные экскурсии, с удивлением замечали, что одна из зон теперь всегда огорожена, а днем по периметру патрулируют не местные полицейские, а люди в одинаковых ботинках и кепках, никаких опознавательных знаков, только короткие переговоры на английском по радиостанции. Охрана стала агрессивнее. При попытках приблизиться к левой лапе людей отводили в сторону или просто резко разворачивали лицом к дороге, объясняя это опасностью обвала грунта. Один из экскурсоводов, случайно услышав рассказ одного из археологов, пересказал местному журналисту, что под Сфинксом якобы обнаружили нечеловеческие находки, которые сразу же увезли в неизвестном направлении, а потом наложили полный информационный запрет на любые обсуждения. В течение недели после операции в Каире начали происходить мелкие перебои в работе сотовой связи, а по ночам несколько жителей районов, прилегающих к плато, жаловались на странные звуки, напоминающие гул двигателей, который не прекращался до рассвета. Некоторые из работников ночной смены рассказывали друг другу о синих всплесках света, отражавшихся от песчаных дюн на фоне звездного неба, и о странных тенях, будто бы шевелившихся у основания монумента. Однажды ночью даже вызвали службу безопасности, якобы один из охранников видел, как из-под плиты мигнул узкий луч света, но по прибытии проверки следов не осталось. Со временем все следы операции были окончательно стерты, документы исчезли, отчеты аннулировали, а любые попытки изучить это место строго запрещены. Между тем, среди посвященных до сих пор ходят тихие разговоры о том, что именно прятал сфинкс под левой лапой, о предметах, созданных не людьми, о технологиях, которым нет ни одного аналога на Земле, и о том, что никто больше не рискнет открывать скрытый люк еще долгие годы. Все, что произошло той ночью, осталось одной из самых загадочных и тщательно скрытых тайн современной археологии, до сих пор вызывающей тревожный интерес и множество вопросов у всех, кто хоть раз был на плато Гизы, когда над пустыней поднимается лунный свет и древний монумент вновь замирает в безмолвном ожидании.